Друзья, всем огромный привет, меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Пришло время на прочность проверить новинку от компании OnePlus, это OnePlus 10 Pro. Ну и конечно же, очень хорошим прожарчиком в этом вопросе является iPhone 13 Pro. Прямо сейчас, кстати, у меня и на одном, и на другом смартфоне включены режимы, в которых есть размытие заднего фона. Посмотрим, как они снимают днем, вечером, ночью, как они снимают портретики, телевички, как фотографируют. Тем более, что здесь близкие телевички, трехкратное увеличение. В общем, будет, как всегда, максимально интересно. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Погнали! В первую очередь я напомню вам о том, что OnePlus достаточно редкий смартфон, но его все-таки можно купить у нас. И сделать это можно у моих друзей компании Цифрус. Внизу оставляю ссылку, переходите, посмотрите. У них классные цены, доставка по всей России. И, кстати, если именно по этой ссылке перейдете, вам будет подарок, так что welcome. Ну а для тех, кто хочет купить iPhone, я отправляю к моим друзьям компании Mobile Boutique. Также внизу оставляю ссылку, переходите, классные цены, в общем, хорошо. В целом, если смотреть на камеру, я вижу, что камера на iPhone как будто бы немножко больше дергается, чем на OnePlus. Это раз. Ну и традиционно на iPhone режим HDR работает слишком агрессивно, поэтому прямо сейчас у меня прям начинают светиться зрачки, слишком все высветляться. Мне это не очень нравится. Выглядит не сильно естественно, плюс вылезают какие-то нюансы и так далее. На OnePlus более естественная картинка. В целом размытие выглядит, по-моему, неплохо. Раз уходим с кадра, появляемся в кадре, размытие работает. Что скажете по поводу фронтальной камеры? А мы идем дальше. Это у нас Full HD, 30 кадров в секунду, в целом достаточно простые условия, днем снимать, когда ярко светит солнце, даже за облаками, очень легко для таких крутых смартфонов. Здесь мы можем оценить стабилизацию, как что работает. Мне, кстати, часто писали, что вот iPhone с офигенной стабилизацией. Да посмотрите, не офигенную iPhone стабилизация, она как бы нормальная, а ровно такая же, какая и у других смартфонов. А вот тут уже посложнее, потому что это 4К 60 кадров в секунду. Кстати, обратите внимание на здание. Именно когда мы идем рядом со зданием, и у нас в принципе есть объекты, на которые мы можем ориентироваться, мы можем наблюдать за стабилизацией. Она, можно сказать, далеко не идеальная. Хотя iPhone неплохо снимает все-таки 4К 60 кадров в секунду. А вот давайте сейчас посмотрим, как работают наши телевички. Еще раз напомню, что 3.3 увеличение на OnePlus, трехкратное на iPhone. Опять у нас картинка немножко разная по цветам. Иногда, кстати, вы видите, что картинка немножко подергивается. Причем подергивается и на OnePlus, и на iPhone. В целом по детализации я не вижу какой-то глобальной разницы, но возможно чуть-чуть все-таки лучше на iPhone. И вот если говорить про стабилизацию, я показываю вам, как снимают два аппарата. Наверное, чуть меньше трясется iPhone, хотя тоже оба прилично трясутся. Ну а это Full HD 30 кадров в секунду ночью мы снимаем, соответственно смотрим на стабилизацию, которая, посмотрите, как качается на iPhone. Мы смотрим на кроны деревьев, потому что они очень хорошо показывают, насколько смартфон может на самом деле вечером и ночью видеть. Вот прямо сейчас, если приглядеться, можно заметить, что оба смартфона снимают неплохо. Да, но я особенной разницы какой-то не вижу. Я вижу только небольшое какое-то розовое свечение и розовый оттенок на снегу на OnePlus. И вижу, как iPhone покачивается. При том, что оба находятся на одной площадке. Я имею в виду, что смартфоны находятся на одной металлической площадке и качаются одновременно. Ну вот я подхожу к двери, детализация, да, в темное время суток, в темный объект примерно одинаково. Это хорошо. А вот здесь мы переключаемся уже на широкий угол, и вот с широким углом точно у нас будет разница в съемке. И я думаю, что мы сейчас заметим разницу в детализации. Но вот если смотреть на дерево, ну, на самом деле пока примерно одинаково получается. Хотя ширик на OnePlus меня очень сильно не порадовал, когда я делал сравнение с Xiaomi 12 Pro. С учетом того, кстати, что у них стоят одинаковые ширики, но на OnePlus он снимает ужасно. Но здесь я бы сказал, что дерево на OnePlus выглядит хуже. Особенно края веток выглядят хуже, чем на iPhone.
Можем посмотреть также на светлые объекты. Но светлые объекты, я бы сказал, что примерно одинаково отображаются. Но, может быть, на iPhone чуть-чуть меньше засветов, если смотреть вот сейчас на здание, которое вдалеке находится. А также обратите внимание, как iPhone качает в разные стороны. Это та хваленая стабилизация матричная, да, которая находится на самой матрице. И ничем она меня не поражает и не удивляет. Стабилизация у китайцев получается лучше. А вот детализация на iPhone все-таки поприличнее. Опять же, судя вот по деревьям. Правда, и шумов побольше. Ну и съемка в помещении. Full HD 30 кадров в секунду, куча всяких разных светлых объектов. Давайте смотреть, что у нас происходит. Ну, на OnePlus у нас картиночка такая по цветастее, я бы сказал так. Хотя, наверное, здесь каждый выберет то, что ему больше нравится. С неоновой надписью оба, в принципе, справились хорошо. Смотрим сейчас такой общий план. Ну, хорошо справляются. Немножечко, я бы сказал, причем на OnePlus поярче, посмотрите, выглядит. А на iPhone она такая немножко, как будто бы ее немножечко поприжали. У нас есть еще одна неоновая надпись. И вот здесь, смотрите, iPhone гораздо лучше. На OnePlus как будто бы есть, ну, во-первых, есть засвет, дымка на кирпичи, посмотрите сейчас, да, а iPhone хорошо. Единственное, что на iPhone блик такой очень конкретный, и мы сейчас видели надпись Dance Will Love в обратную сторону написанную, а на OnePlus такого нет, вот опять блики пролетели. Ну что, вот, да, вот здесь я вижу, что детализация на iPhone лучше. Лучше, четче, конкретнее. Темные места прям очень заметно отражаются и показаны на iPhone лучше. Ну а как смартфоны снимают в темноте? А вот как снимают в темноте. iPhone ничего не видит, а OnePlus что-то видит. Да, видите, на OnePlus поднимается ISO, поэтому у нас картинка становится такая синеватая, но при этом что-то видно. На iPhone просто темнота, и я думаю, что тут каждый выбирает, что ему больше нравится. Просто темнота или вытянутая темнота и когда есть какая-то картинка. Я думаю, что лучше, конечно же, когда в темноте, в полной темноте ты все-таки что-то видишь. Я вообще сделал такой отдельный ночной режим для видео. Кстати, важный момент, что цвет более правильный на OnePlus. То есть вот эта неоновая засветка, она на OnePlus более правильного цвета, чем на iPhone. Ну, в целом-то что можно сказать? Оба смартфона снимают очень прилично. Меня расстраивает, что на iPhone не очень хорошая стабилизация, как на основной камере, так и на сверхширике. Там вообще, я бы сказала, на очень не очень. OnePlus похуже снимает в темноте, и на OnePlus ширик тоже похуже снимает в темноте. Но в целом, безусловно, на оба смартфона можно получать отличные кадры. Оба смартфона имеют кинорежим с размытием заднего фона, модный, да. А вот так вот смартфоны записывают громкий звук. Примерно это вы получите, когда придете на концерт. Это, кстати, моя композиция. Наверху будет ссылочка, переходите, послушайте целиком. Вы слышите, что iPhone пишет гораздо тише. Я предлагаю поднять сейчас немножко громкость iPhone, чтобы все-таки послушать, какое качество у записи. Ну что, друзья, напишите, пожалуйста, как вам кажется, кто лучше записывает звук. Я поднял громкость записи iPhone на 5 дБ, и в моем представлении у него запись гораздо чище, чем на OnePlus. На OnePlus очень много шумов, такая вообще кашеватая запись. На iPhone в целом все хорошо, но только проблема. Люди будут ходить на концерт, получать тихую запись. Хорошо это или плохо? Как они будут поднимать громкость звука на уже записанном видео? Честно говоря, сложно сказать. Ну и интересно узнать ваше мнение, друзья. Что вы думаете по поводу тех видосов, которые мы с вами сегодня посмотрели? Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто снимает видео лучше, а мы с вами переходим к самому горячему. Это фотосравнение.
Как всегда, я сделал большое количество фотографий. Вы видите, это дневные фотографии, это ночные фотографии, это фотографии, портреты. Будет большое количество архитектуры Санкт-Петербурга и так далее. Конечно же, я фотографирую на основную камеру, телевичок трехкратное увеличение, мы посмотрим, как он снимает, и широкоугольная камера. А начинаем мы с очень красивого здания. Это храм прихода Благовещенской Пискаревской церкви. Первое, что можно заметить, это снег. Посмотрите на OnePlus, покров снега более явный, чем на айфоне. То есть это, возможно, просто больше замечает детали, а может быть это шарпинг, не суть, но обращает внимание на детализацию. А еще я вижу косяк. Посмотрите, вокруг церкви у нас есть вот такой черный ободок. Видите? На OnePlus. На айфоне такого нету. А на OnePlus вот прямо темный, вот смотрите, темный ободок. Это у нас так работает режим HDR. Не очень аккуратно. Соответственно, издалека вообще видно хорошо его везде, вот здесь, вот везде. На айфоне такого нет. Зато на айфоне у нас вот здесь засветы, а на OnePlus засветов нет. HDR с одной стороны косячит здесь с черными вот этими местами, с другой стороны делает так, что у нас засветов нету. Ну а по деталям у нас достаточно сложно, конечно, судить, но мне кажется, что деталей, несмотря на то, что у нас на снегу там было деталей больше, все-таки деталей больше, знаете у кого? Ну вот как бы купол вот этот мне больше нравится на айфоне, нежели на OnePlus. И крест, да, на OnePlus есть все-таки какая-то обработка, на айфоне ее нет. Та же самая фотография на широкоугольную камеру. Но отмечаем, на айфоне у нас, во-первых, засветы отработаны, а OnePlus засветы полностью сливает, ну и вы видите уровень детализации. На айфоне гораздо лучше, чем на OnePlus. OnePlus, конечно, со своим шириком подводит, реально подводит. Делаем трехкратное увеличение, 3.3 на OnePlus, 3.0 на айфоне. Ну что, ширик засвечивает, вот здесь видны засветы на OnePlus, на айфоне все четко. И еще на айфоне у нас более холодная картинка, на OnePlus потеплее. Хотя традиционно у нас вообще на айфоне была более теплая фотка, но вот здесь iPhone постарался. И более холодные цвета айфона, конечно, более выигрышно выглядят, потому что церковь-то должна быть белая, а не бежевая, как на OnePlus. У кого лучше детализация с трехкратным увеличением, пока сказать сложно. Я вот смотрю, у кого лучше детализация. Прямо очень близко на самом деле. И по сути, кому бы я сейчас не отдал балл, оба справляются в итоге хорошо. Ну или, по крайней мере, практически на равных. Но на самом деле очень сложно мне сказать, у кого лучше детализация. Ну не знаю, но вот тут снег, да, на айфоне больше замечена поверхность снега, нежели на OnePlus. Ну, мне все-таки кажется, что вот, опять же, вот эти купола лучше получились на айфоне, чем на OnePlus. Кстати, если издалека сделать эту фотографию, то посмотрите, OnePlus-то не справился. У нас ушло в засвет, а iPhone справился. При этом на OnePlus у нас детализация лучше, это видно вот по этим деревьям, а на iPhone детализация хуже. Но, конечно, картинка выигрышнее выглядит на iPhone. И если эту же фотографию сделать на широкий угол, то то же самое. OnePlus не справляется с HDR и все засвечивает, а iPhone не засвечивает. Ну и по детализации iPhone поинтереснее. А вот если сделать фотографию с трехкратным увеличением, у нас получается красивая фотография, оба справились, нет засветов никаких. И я бы сказал, что здесь уже детализация лучше на OnePlus. Ну, видите, да, что на айфоне немножечко есть как-то размытие какое-то, на OnePlus получше. Следующая фотография, она сделана в ночном режиме. OnePlus вытягивает тени, а iPhone не вытягивает. Соответственно, здание у нас на OnePlus вот такое правильное, светлое, а iPhone здесь не очень показывает себя. И iPhone, например, вот здесь засвечивает, а OnePlus здесь не засвечивает. Короче, на основную камеру OnePlus не засвечивает, да, а iPhone засвечивает. Хотя вот там вдалеке была церковь, и вроде как на основную камеру тоже OnePlus засветил. Но вот здесь опять, да, iPhone засветил, OnePlus не засветил эту арку. Но, кстати, по деталям-то посмотрите, какие у нас аккуратные кирпичи на айфоне и какие они уже немножко такие рыхлые на OnePlus. Да, а деталей-то больше как раз-таки на айфоне. Вот здесь, да, вот здесь, обратите внимание. Прикольно. Вот здесь это хорошо видно. Вот тут на айфоне структурированные, а OnePlus все в кашу уже смешал. Еще одна картинка, это Смольный собор. На OnePlus получилась лучше фотография, такой более голубой цвет. Снег вообще у всех получился разного цвета. Понятное дело, что тут освещают желтые фонари. На OnePlus даже немножко какой-то зеленцой отдает, что ли, не знаю. Само здание получилось поярче на OnePlus. И по деталям, мне кажется, что тоже OnePlus сделал фотографию в этот раз получше.
Но шумов, смотрите, сколько много в OnePlus, а iPhone все шумы гасит. Делаем трехкратное увеличение, и тут уже, кстати, iPhone делает более красивую картинку, а на OnePlus опять посмотрите, черный шлейф вокруг здания. Плохо работает HDR, точнее неплохо, а это назовем словом брак. На iPhone этого нету. Прям вокруг всего здания черный шлейф. Не очень хорошо. И здесь уже деталей больше на iPhone смотрим, да, вот тут прям очень заметно. Покров снежный виден, на OnePlus не виден. Еще одна фотография тоже недалеко от Смольного. Тут, кстати, оба не справились вот с этими засветами. И iPhone, и OnePlus все засветили. Но деталей, наверное, чуть побольше на OnePlus. Но и шумов на небе побольше на OnePlus. Еще одна картинка. Классно, что в Питере вот много таких зданий, на которых можно попроверять. Вот тут уже iPhone не справился вот с этим засветом, а OnePlus справился. И по деталям тоже очень близко, но вот тут как будто бы деталей чуть больше на iPhone. Слушайте, ну очень странно, да? Ну вот смотрите, да, вот стена. На iPhone видна текстура стены, на OnePlus все съедено. Ну, то на одной фотографии у нас больше деталей. То на iPhone, то на OnePlus. Пока странно идут. Это широкоугольная камера, посмотрите, как по-разному у нас по цветовой передаче получились фотографии. Можно сказать, кстати, что на iPhone шире, чем на OnePlus. Больше информации помещается, более широкий угол. И вот когда темно, то OnePlus сложно, конечно, делать нормальные фотографии на ширик, но когда есть свет, в целом фотки получаются нормальные. То есть просто не надо ночью делать фотографии на широкий угол на OnePlus, и все будет хорошо. Смотрим на корабль «Благодать». Это, кстати, фотография сделана в ночном режиме. Пока мне, наверное, картинка больше нравится на OnePlus. Смотрим на мачты. Очень близко, очень близко. Я пока даже не могу кого-то выделить. Не могу точно сказать, что кто-то сделал фотографию лучше. Прям реально сложно. Ну вот тут может быть детали больше на айфоне, нежели на OnePlus. Это вот все, что я мог заметить. В остальном очень близко. Эту же фотографию делаем на широкий угол. Опять же, цветовая передача по-разному. Голубыми тонами отдает iPhone. Более теплая фотка на OnePlus. Здесь тоже детали очень близки у обоих смартфонов. И опять как-то сложно кого-то выделить. Но все-таки, наверное, iPhone. Вот тут прямо, наверное, заметно, что iPhone все-таки чуть-чуть получше. Ну и давайте еще посмотрим вот эту часовню. Эта фотография тоже сделана в ночном режиме. OnePlus, кстати, снег, посмотрите, стал немножко розовым каким-то. Ну а сама часовня лучше получилась у кого? Ну, мне кажется, детали больше на iPhone. Вот судя по этим кустам, они какие-то покоцанные на OnePlus. И вот эта надпись и ветки, которые закрывают саму часовенку, мне больше нравится на iPhone. На OnePlus вот появляется вот эта сетка, еще и с шарпингом, и получается так себе картинка. На ширик та же самая фотография, опять же iPhone более холодный, OnePlus опять же более теплый и опять же более какой-то красно-розовый. Не очень приятный цвет на самом деле получается. Здесь ширик получше справляется на iPhone, чуть лучше видна вот эта надпись, нежели на OnePlus. Но на самом деле разница невелика. Вот порой OnePlus прям очень сильно проигрывает на ширик, а порой, ну, более-менее. Хотя вот тут деревья, конечно, на iPhone получше получились. И опять OnePlus уходит в какие-то розовые тона. Такого не должно быть. OnePlus, очнись. iPhone здесь более-менее правдивую картинку делает. Желтый фонарь, желтый снег. Все нормально. Оба, кстати, засветили фонарь, не смогли из него ничего вытащить. Но, конечно, цвета на OnePlus так себе. Вот это были ночные фотографии. И даже как-то сложно сказать, кто делает их лучше и кто делает хуже. Я вот что для себя отметил. Да, мне не очень нравится вот это темные пятна за светлыми объектами, которые есть на фотографиях на OnePlus. Это не очень круто. Но круто, что OnePlus не засвечивает объекты. В основном, да, а iPhone засвечивает. При том, что iPhone обычно очень хорошо справляется с этими светлыми объектами. Ширик порой на OnePlus делает не очень хорошие фотографии, а порой и нормальные. Ну, не то, что паритет, да, наверное... Не знаю даже. iPhone, что ли, чуть-чуть получше. Не знаю. Сравнивать именно телевички и посмотреть, как справляются смартфоны в темноте с увеличением. Вот трехкратное увеличение. Это Аврора. Но, мне кажется, чуть получше здесь на iPhone картинка. Немножко такая рыхловатая картинка на OnePlus. Ну и шумы, опять же, смотрите, на OnePlus, на iPhone их нету. Это у нас вообще 10-кратное увеличение. На OnePlus не очень хорошо оно получилось. iPhone получше, еще какое большое количество шумов. Ну, вы видите, да? Это у нас трехкратное увеличение. Петропавловская крепость. Здесь оба неплохо справились, однако на OnePlus опять шумы, на iPhone их нету. Но при этом OnePlus сделал более детализированную картинку. Так, еще одно увеличение, трехкратное. Посмотрите, темноватая картинка на OnePlus, на iPhone более правильная картинка, опять какие-то розовые вот эти тона не очень хорошие. С фонарем примерно оба хорошо справились, но тени лучше вытаскивает iPhone. И деталей тоже чуть побольше на iPhone.
А вот это 10-кратное увеличение. Смотрим и на фонарики. С фонариками оба хорошо справились, но чуть получше HDR отработал на айфоне. Видите, можно прямо заглянуть внутрь. А если смотрим на ордена, то да, как будто бы чуть больше даже может деталей на орденах-то и на OnePlus. Так, 10-кратное увеличение. Ну, здесь мне больше нравится картинка на OnePlus, хотя на iPhone есть какой-то небольшой сдвиг. Но опять же, вон шумы на OnePlus и так далее. Еще одно 10-кратное увеличение. Оба, конечно, делают плохие фотографии. И мне даже сложно сказать, кто здесь лучше. Потому что как будто бы на OnePlus побольше деталей, но картинка плохая. На айфоне как будто побольше такой мазни, но при этом картинка более четкая. Наверное, все-таки айфону отдадим, да? Тут. И вот еще 3-кратное увеличение. В красноту опять ушел OnePlus. Более правильный цвет на айфоне. OnePlus вот тут засветы, iPhone нет. По деталям лучше справляется, наверное, все-таки OnePlus. Но прямо странно, да, то OnePlus, то iPhone, то iPhone, то OnePlus. Смотрим еще на такую картинку, это 10-кратное увеличение. Здесь лучше справляется, наверное, OnePlus. На айфоне больше такой мазни получается. Ну и деревья, да, смотрите, OnePlus получше, iPhone похуже. Смотрим на еще одно увеличение. Здесь OnePlus лучше уловил то, что это яркие желтые лампочки. iPhone их больше сделал белыми. Это не очень правильно. И засветил чуть больше iPhone здесь, OnePlus получше справился. Ну окей, давайте отдадим пальму первенства, не знаю, OnePlus с телевичками. Хотя вот здесь сбоку деталей больше на айфоне, а на OnePlus тут все съедено. Короче, я реально не знаю, кто лучше. Оба как бы средние. Напишите, пожалуйста, ваше мнение, друзья. Кто же лучше по телевичку? Я предлагаю посмотреть несколько портретов. Первый портрет — это Александра. Посмотрите, как iPhone вытягивает передний план и делает картинку гораздо красивее, нежели OnePlus. OnePlus очень темно. То есть, да, если девочка делает фотографию вот на iPhone, понятно, почему она ей нравится, потому что это светлая, прикольная получается фотография. На iPhone немножко, кстати, врет и делает волосы какими-то слишком розоватыми, но картинка выглядит эффектнее, я бы так сказал. Тут, конечно, кто-то может сказать, что мне нужна правильная картинка, естественно, каждый выбирает, что ему нравится. Но по эффектности мне нравится здесь iPhone. А вот по деталям тоже очень близко. Прям очень-очень близко. Но, наверное, все-таки вот волосы чуть более четче на OnePlus. Чуть-чуть. Делаем фотографию с увеличением. Вот такой странный момент, на самом деле, на OnePlus у нас увеличение в 3 раза, а на iPhone в 3 раза. При этом на iPhone картинка выглядит гораздо ближе, чем на OnePlus. Возможно, на OnePlus 3 раза это от ширика. Тогда понятно, почему на OnePlus картинка меньше. Здесь оба немножко по-разному отработали фотографию. И здесь по деталям уже, наверное, получше OnePlus. Хотя, опять же, очень-очень близко. Не могу сказать, что OnePlus получше. И волосы примерно одинаковые. Просто как-то они по-разному выглядят. Мне нравится, знаете, на айфоне вот такая небольшая глубина. Посмотрите, вот тут у нас в фокусе, вот тут дальше не в фокусе, и вот тут опять в фокусе. Ну, как будто бы прям сделана фотография на зеркалку. На OnePlus такого нет, да? На OnePlus и здесь в фокусе, и вот тут внутри в фокусе, и вот здесь в фокусе. То есть глубина меньше чувствуется на OnePlus. iPhone как будто бы чуть более позамороченнее в этом вопросе. Ну, мне так кажется. Делаем фотографию в помещении. OnePlus очень засвечивает и немножко теряет правильные цвета. iPhone здесь делает фотографию, опять же, поприятнее. Слишком белая фотография получилась на OnePlus. По деталям, опять же, очень близко делают фотографии, но мне кажется, что деталей вот чуть-чуть побольше на iPhone. Да, вот кожа, текстура кожи получше. Делаем фотографию на телевичок. Опять же, крупнее фотография выглядит на iPhone, нежели на OnePlus. И OnePlus какой-то, ну там, зеленцой отдает, что ли. Немножко блекловатая картинка такая получается на фоне iPhone. iPhone дает более правильный цвет кожи, такой приятный, хороший. И смотрим на увеличение. Телевичок. Оба, конечно же, хуже делают детализацию, однако OnePlus прямо четко похуже. Вот по волосам видно, здесь прям все склеилось, на айфоне получше волосы получились. Ну и давайте переместимся в студию Радио Рекорд. Эту девушку зовут Дина. Фотографии получились по-разному. Небольшой это какой-то ореол цветной на айфоне, на OnePlus его нету. И такой, как будто бы здесь фильтр розовый на айфоне, на OnePlus его нету. То есть iPhone дает не очень честную картинку, OnePlus получше. Но знаете, что меня смущает? Вот это вот просвечивающая доска на OnePlus сквозь волосы. И поэтому у нас, видите, такая получается рябь
полосочками. Да, смотрите, полосочки. На iPhone такого нет. iPhone нормально, ну, что-то размыл. А OnePlus вот тут прям очень сильно что-то заморочился, и явно это не на пользу OnePlus пошло. О, смотрите, какой косяк на OnePlus. Просто он не справился с очень ярким объектом, вот этим синим, и создает здесь вот такой артефакт. Тут артефакт и из синего цвета, и из вот этого фиолетового цвета. iPhone тут, конечно, получше справляется, что говорить. Да, ну, в общем, что можно сказать? Есть, конечно, косяки очень большие на OnePlus, вот эти все штуки. И несмотря на то, что у нас на iPhone немножко такая картинка розовита, она мне чуть больше нравится. Эта фотография с 3-кратным увеличением. Ну, OnePlus тут что-то вообще намутил. Смотрите, у нас часть задника вообще не заблюрено. То есть вот тут заблюрено, здесь не заблюрено. OnePlus все напутал. И мне не очень нравится, как выглядит лицо здесь. И опять же куча косяков. Вот тут какие-то косяки на OnePlus. Вылезают вот эти доски сзади. iPhone здесь выглядит как-то пособраннее. Я понимаю, видимо, обоим смартфонам сложно далась эта фотография. Оба и по детализации так себе. Даже я бы сказал, что OnePlus здесь по деталям получше, судя по волосам. Но как-то вот сама фотография мне не очень нравится на OnePlus. И опять же на iPhone есть как будто бы вот такой фильтр некий, голубоватый только в этот раз. До этого был розовый, в этот раз голубоватый. Ну вот если отсюда смотреть, мне нравится фотография больше на iPhone, и мне не нравятся вот эти косяки на OnePlus. Вот здесь, ну что, первый день, что ли, размываем фон, что ли? Ну что это такое? Хасельблат еще. Ну в целом по портретикам, наверное, можно сказать, что все-таки, наверное, iPhone поинтереснее, по цветам поинтереснее, против яркого света поинтереснее, и лицо не засвечивает. И вот в такой сцене у нас тоже нет засветов таких, какие есть на OnePlus. iPhone, да, iPhone поинтереснее. И косяков таких нету, которые есть на OnePlus. А вот эта фотография в помещении здесь, вот этот объект очень-очень яркий. Смартфоном, конечно же, сложно справляться, но оба хорошо справились, и засветов особенно никаких и нету. И если смотреть на детализацию, вот, например, на детализацию этих часов и вот этого всего, мне кажется, что iPhone чуть поинтереснее, немножко поинтереснее. Еще одна фотография, тоже в торговом комплексе, чуть посветлее картинка на OnePlus, чем на iPhone. Ну, у кого тут вкуснее сладости? Мне кажется, что OnePlus здесь сделал фотографии получше, как-то лучше вот эти сладости отображаются более детализированно, нежели на iPhone. Так, смотрим 3-кратное увеличение. Ну, вот здесь детализация чуть получше на iPhone, здесь можно прочитать. В целом и на OnePlus можно прочитать, но на iPhone получше чуть-чуть шрифт. Смотрим на 10-кратное увеличение. Тут iPhone как будто немножко теряет в цветах и немножко контрастной делает картинку. Однако, если мы смотрим на детализацию, на засветы, то на iPhone, опять же, вот эта сложная вещь лучше получилась. Посмотрите, на OnePlus все засвечено, ничего не видны вот эти драгоценности, а на iPhone что-то видно, цепочки висящие и так далее. Еще одна фотография, когда очень хорошо и много света. Посмотрите, как по-разному выглядят фотографии. На iPhone черный асфальт, а на OnePlus засвеченный. И на OnePlus вот эта зона засвечена, а на iPhone она не очень засвечена. И деталей на iPhone чуть больше, судя вот по этой плитке, а на OnePlus чуть меньше. Это фотография на основную камеру. Опять же, засветы на OnePlus. На iPhone нет засветов. Это интересно, потому что ночью-то OnePlus справлялся с засветами, а днем не справляется. Смотрим на детализацию. Я бы сказал, что на iPhone такая более правильная детализация. На OnePlus слишком обработана. Прямо компьютерно вытащенные вот эти вот плитки. Мне они больше нравятся на iPhone, меньше каких-то артефактов. Да, на iPhone такая более аккуратная картинка, я бы сказал, на OnePlus переобработанная. Ну и 3-кратное увеличение против 3-кратного увеличения пока очень похожи картинки. Здесь я пока не очень могу определиться опять, кто лучше, у кого больше деталей. Ну нет, наверное, больше на OnePlus. Судя вот по этим точкам, которые на OnePlus есть, а на iPhone они чуть более размытые, да, телевичок лучше на OnePlus. Короче, друзья, ну очень сложно, потому что очень близко два смартфона делают фотографии, и я вот разницу, по сути, заметил только в портретных фотографиях. Ночью плюс-минус одно и то же. Ширик на OnePlus ночью порой не очень, ну прямо очень близко фотографируют два смартфона. А вот селфи мне, наверное, больше нравится на OnePlus. На iPhone и цвет какой-то очень странный, слишком красный какой-то. Ну, вот на iPhone вот эта история с его HDR, такой прямо какой-то дикий взгляд. На OnePlus поспокойнее. Хотя, честно говоря, по деталям, наверное, iPhone получше, да, судя по этим волосам. На OnePlus они такие немножко склеенные. И опять на iPhone вот эти высвеченные глаза, роговица. Да. Ну, как будто бы вот на OnePlus просто более натуральная фотография получается, на iPhone чуть более
обработанная. В целом, друзья, что можно сказать? Ну, очень близко фотографирует смартфон, и я уже вам говорил, что очень сложно было мне найти между телефонами какую-то разницу. Я для себя отмечаю только, что портретики лучше получаются на айфоне. Все остальное плюс-минус одинаковое. То iPhone ночью засвечивает, то днем iPhone не засвечивает. То OnePlus, соответственно, ночью делает хорошие фотографии, а днем почему-то засвечивает солнце, отражающиеся блики. Ну вот мне показалось вот так, друзья. Очень интересно узнать ваше мнение. Что вы думаете по поводу этих фотографий, по поводу возможности OnePlus 10 Pro и iPhone 13 Pro? Если нужно OnePlus 10 Pro сравнить еще с каким-то смартфоном, потому что с Xiaomi 12 Pro уже есть сравнение, может быть с Pixel надо сделать сравнение, напишите, пожалуйста, в комментариях. Может быть Google камеру накатим, тоже можно посмотреть, что из этого получится. Короче, пишите в комментариях, давайте пообщаемся. Ну а меня зовут Фил, большое спасибо за то, что посмотрели это видео. Очень надеюсь, что оно оказалось для вас полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, здесь я рассказываю правду о гаджетах, которыми пользуюсь. Меня зовут Фил, не болейте, всем счастливо и пока.